Третий – открытый чемпионат по тактической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области. Как это было? Я участвовал в составе стрелковой команды Wartec Team из Санкт-Петербурга. Соревнования проходили недалеко от города Псков. Нужно было привезти туда все необходимое снаряжение, которое понадобится на соревнования. И самое главное, ничего не забыть. Снаряжение включало в себя не только оружие и боеприпасы, но и различную экипировку, тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, радиостанции, противогазы, бронежилеты, форму, защиту органов слуха и зрения. Так как соревнования проходили в течение нескольких дней и включали в себя как дневную, так и ночную фазу, то необходимо было подготовиться очень серьезно, не только физически, но и технически. В ночное время упражнения включали в себя использование приборов ночного видения и тепловизоров. В этих соревнованиях приняли участие различные элитные спецподразделения, и было очень интересно наблюдать за их уровнем подготовки, тем, как они проходят задания, как взаимодействуют с друг другом и тем, чем они вооружены и экипированы. Причем вопрос экипировки стоял не на последнем месте. Умение взаимодействовать со своим снаряжением иногда играло решающую роль в упражнениях. Например, перед выходом на упражнение судья мог сказать вам, что у вас сел аккумулятор в радиостанции, и по правилам соревнований вы должны заменить его, а если в вашей экипировке нет дополнительного аккумулятора, то упражнение вы провалите, потому что не сможете дать команду снайперу. Или, например, судья скажет, что у вас села батарейка в коллиматорном прицеле, и если у вас есть запасная батарейка, то вам дадут время поменять. Если нет батарейки, пойдете с выключенным или заклеенным прицелом. Благо, если ваш тюнинг не мешает стрелять по открытым прицельным приспособлениям. А если нет, то выполняйте как получится. Вообще тюнинг и с нами сыграл злую шутку, но об этом чуть позже расскажу. В первый день все упражнения проходили в формате индивидуального зачета, то есть стрелковая задача выполнялась в одиночку. В моем упражнении нужно было зачистить помещение. В доме находились камуфлированные мишени, рядом с ними были мишени, имитирующие заложников, которые нельзя было поражать. За каждое попадание в заложника штраф минус большое количество очков. За каждый промах или пропущенную мишень тоже штрафные очки. За любое нарушение техники безопасности дисквалификация с турнира. Причем передвижение должно было осуществляться таким образом, чтобы из-за укрытия при стрельбе выходило не более 25% вашего тела, и перезарядка строго за укрытием. Да и некоторые мишени были спрятаны, и были участники, которые не смогли их найти. Ему нужно было поразить 3 группы мишеней, непрерывной очередью стоя, с колена, лежа и еще поменять короб. Для человека, у которого нет опыта работы с пулеметом, будет невероятно сложно выполнить прицельную непрерывную очередь. А если разорвать очередь, то попадания не будут зачтены. Снайперское задание стрелял Стич. Его задание состояло из 2 упражнений. Первое – холодный выстрел из неудобного положения в мишень на дистанции более 400 метров. И нужно было успеть уложиться за 10 секунд. Второй этап – мишень на дистанции 150 метров. Стрелок должен занять положение для стрельбы, прицелиться за 20 секунд, и судья ему закрывает прицел. И через небольшой промежуток времени дает сигнал на стрельбу. При этом прицел не открывает. В этом упражнении нужно было удержать прицельную марку на цели. Ромео стрелял карабин. По сигналу таймера за 70 секунд нужно поразить 2 группы мишеней. По 3 штуки из неудобных положений. Дальше поразить гонги. 100, 250 и 320 метров. Стрелку разрешалось применить на упражнении неограниченное количество магазинов, но только по 5 патронов. То есть получалось минимум 3 перезарядки, так как каждая картонная мишень поражается 2 выстрелами. Динамическое упражнение, несложное для опытного стрелка, но времени катастрофически мало. Ромео поразил все мишени и даже гонку на 320 метрах, но за 71 секунду. Не зачли последний выстрел. Но на 7-е место из 24 выбрались в этом упражнении. Далее следовала ночная фаза. Командное упражнение. Упражнение выполняется в полной темноте. Снайпер выдвигается на вышку. Его цель – тепловая мишень на заднем сидении автомобиля. Старший группы дает команду снайперу на открытие огня. И после его поражения он дает команду группе, которая за 30 секунд должна поразить свою группу мишеней. 20 штук. Также рядом находятся непоражаемые мишени. Если группа не уложилась в 30 секунд, то команда получает 0 за упражнение. У нас за временем следил снайпер, сигнализирующий по рации. Упражнение «Стрельба из бронеавтомобиля «Тигр». По стартовому сигналу «Тигр», в котором мы загрузились, довольно резко начал движение в сторону пулеметных мишеней. По второму сигналу таймера пулеметчик начал поражать 2 непрерывными очередями свои цели. Сразу как он разрядился, мы начали выгрузку и побежали к стрелковому рубежу. На этом рубеже на дистанции примерно 50-100 метров начали выскакивать ростовые мишени.
Силуэты поднимались и через 2-3 секунды скрывались обратно. Поражать их было довольно трудно, так как некоторые из них перекрывались пулеметными непоражаемыми мишенями. После разрядки карабинов еще один спринт до водной преграды. В процессе пришлось уйти под воду выше пояса и постараться не увязнуть в глине. Причем Саня всех предупреждал о камне на дне и в итоге сам оступился и искупался больше всех. Также важно было не замочить свое оружие. Как только преграда была пройдена, еще один спринт до финального порта, где пулеметчик завершает прохождение выстрелом в пистолетный гонг. Упражнение «Раненый братишка». Хочу заметить, что на все упражнения участники должны выходить в полной экипировке. Шлем, наушники, очки, бронежилет, магазины, противогаз, радиостанция, карабин, пистолет, аптечка и многое другое. На этом этапе судья выдал нам 4 карточки, одна из которых с красным крестом. Кто ее вытащит, объявляется раненым, без сознания и не может самостоятельно двигаться. Наша задача заключалась в том, чтобы под прикрытием пронести раненого, причем пронести так, чтобы он на протяжении всего упражнения не касался земли. На дистанции до 170 метров находилась мишень, при попадании в которых загоралась лампочка на 3 секунды. Мы могли передвигаться от укрытия к укрытию только при горящей лампочке. Если лампочка погасла, а мы не за укрытием, то 0 за упражнение. Сразу пробежать все укрытия нельзя, только по одному, чтобы вся группа собралась за следующим укрытием. Как обычно, самый меткий и самый тяжелый у нас в команде оказался раненым. Упражнение «Освободить агента». Старший группы выдвигается к судье для получения данных об агенте, которые он должен передать по радиостанции снайперу. Снайпер забирается на вышку и видит 3 цели, один из которых агент. Как только снайпер получил описание агента от командира, он устраняет 2 цели, находящиеся рядом с агентом. После чего штурмовая группа начинает зачистку. Боец с пистолетом поражает цели внутри здания. Боец с карабином поражает цели снаружи здания через окна. Упражнение началось с того, что судья сказал старшему группы, что у него сел аккумулятор в радиостанции, и его необходимо заменить. Это вопрос к внимательности при подготовке к общей укомплектованности личного снаряжения. Если бы не было запасного аккумулятора, то упражнение мы бы не смогли выполнить. Второй ночной этап, к счастью или к сожалению, был отменен из-за очень густого тумана, но должен был быть очень тяжелым и интересным. Задача состояла в том, чтобы пройти определенный заминированный участок, на котором располагались растяжки. Причем пользоваться любыми источниками света запрещено, только ПНВ и тепловизоры. Растяжки стояли в очень коварных местах, например, над водой или на подъеме в глиняную гору, где никак не развернуться. При даже небольшом касании проволоки раздавался внушительный взрыв, и участник, который задел растяжку, должен был упасть, оказать себе самопомощь с помощью жгута или турникета, а затем его необходимо было нести и переносить через другие растяжки. Как только группа прошла весь заминированный участок, она выходит на стрелковую позицию, где находится группа мишеней. Только после первого выстрела разрешено использовать источники света для стрельбы. Третий день. Упражнение «Засада». Команда находится в кузове «Тайфуна». По стартовому сигналу стрелок поражает 2 поппера через бойницу. Группа покидает автомобиль, занимает стрелковые позиции и уничтожает противника по мере видимости. Время на стрельбу 250 секунд. Мишени 18 зачетных мишеней, 2 свингера, 4 поппера. Дистанция до 200 метров. Все распланировали в этом упражнении, кто где лежит, кто куда стреляет, все четко. Но в бронированных окнах «Тайфуна» очень маленькие бойницы, поэтому нужно было работать с карабином с механическими прицельными приспособлениями. А у карабина была банка, и она прикипела, и ее было не скрутить. Попперы были установлены на дистанции около 150-200 метров и под большим углом. Карабин с банкой просто механически не мог повернуться в бойнице на такой угол. Еще и кронштейн какой-то упирался. Ромео быстро сориентировался, скрутил банку со своего карабина, сменил разведосы на позиции и поразил попперы. Время оставалось очень мало, нужно было высадиться и еще поразить остальные мишени. На стрелковой позиции Ромео банку накручивать не стал, пожалел времени, стрелял так, а зря. После соревнований прошло уже 4 дня, а в ушах у него до сих пор звенит, по его словам. Так бывает, когда думаешь, зачем мне наушники, у меня же банка. Вишенкой на торте стали процедуры. Это штрафы за оставленные магазины. Такой вот неожиданный регламент. Мы неправильно поняли условия, и оказалось, до финального сигнала судьи абсолютно все снаряжение, включая только что отстрелянные магазины, должны находиться на бойце в подсумках. Но несмотря на это, результат оказался хорошим. Резюме: если ставить банку, то только легко демонтируемую или на быстросъеме. Геймплан, который идет не по плану. Упражнения на этих соревнованиях сделаны так, что до начала выполнения их нельзя подсмотреть или разобрать. Поэтому ориентируешься по брифингу. И иногда все, что задумал, на старте идет не по плану. Так и в этом упражнении получилось. Была задача отстрелять группу мишеней на разных позициях.
установить растяжку, после чего контрольный выстрел из пистолета по мини-гонгу. У нас план менялся дважды, и в итоге сошлись на том, что я устанавливаю только растяжку, а напарники отстреливают все мишени. Но придя на этап, судья сказал, что я тоже должен стрелять. Перед нами две команды некачественно установили растяжку, и она у них не сработала. У одних лопнула леска, другой торопился и в попыхах примотал спусковой рычаг гранаты скотчем, так как время на упражнение было очень ограничено. Первая помощь. Небольшая полоса препятствий и раненый манекен, которому нужно квалифицированно оказать помощь. У манекена оторвана нога и скальпированная рана головы. 2 человека остаются на прикрытии, 2 оказывают помощь. После этого бойцы садятся на квадроциклы и должны в движении поразить 15 мишеней. Мы оказали первую помощь на отлично, но с нас сняли очки, заброшенную обертку от ППИ. Любое оставленное снаряжение на земле – штрафные баллы. Стрельба по секторам. 3 стрелка занимают позиции и ждут информации о тех мишенях, которые нужно поразить. Задача 4-го участника команды – получить от судьи 3 азимута и рассчитать для стрелков группы мишеней, которые нужно поразить. Остальные мишени становятся штрафными. В нашем случае Стичер рассчитывал азимут по часам Garmin, и они дали погрешность на 10 градусов. В итоге мы поразили не только зачетные, но и штрафные мишени. Пример. В этом упражнении 2 автоматчика, пулеметчик и командир группы. Задача командира – подняться на вышку, решить математический пример и передать цифру автоматчикам. На связь с группой дается только одна попытка. Если не услышали цифру, то пройти будет практически невозможно. В нашем примере ответом на задачу оказалась цифра 157, и нужно было поразить мишени, на которых были цифры 1, 5 и 7. Все остальные мишени являются непоражаемыми, и попадание в них – штрафные баллы. А пулеметчик, в свою очередь, на отдельном рубеже должен поразить 2 металлических поппера на дистанции 120 метров. Большое спасибо организаторам за проведение соревнований на таком уровне, за интересные упражнения, участникам за дружескую и теплую атмосферу. А Wartec Team спасибо за приглашение на турнир. Это были реально крутые 3 дня.